Если женщина выходит замуж и меняет свою фамилию, меняет ли она свою судьбу? Может быть, лучше оставить девичью фамилию, если в роду этой женщины были достойные уважения предки? Хороший вопрос. Знаете, у восточных народов, у народов Кавказа иногда встречается, когда люди в браке, но у мужа своя фамилия, у жены своя фамилия. Так и остаются всю жизнь. С разными фамилиями. Некоторым приходится менять, потому что там с документами какие-то проблемы бывают. Им нужно как-то поменять, чтобы со своими детьми были одинаковые. Хотя это можно и понять, принести как бы из ЗАГСа документ вступления в брак. Но иногда обстоятельства вынуждают женщину менять фамилию, брать фамилию мужа. Последние годы пошла мода менять фамилию и брать фамилию мужа. Но на Востоке и на Кавказе вообще женщина как была со своей, то есть на своей фамилии, так и оставалась всю жизнь. Почему? Считается, что это отчасти отрыв от рода и присоединение к другому роду. И как это повлияет на жизнь женщины, это как русская рулетка. Может быть, очень положительно повлияет, если она в своем роду была нелюбимая дочь. Понимаете как? Род – это же не только предки, это еще и родители, ближайшее окружение. Когда мы говорим про родовую память, мы вообще от своего рода никак не оторвемся никогда. Но есть такой момент, когда, например, от проклятого рода отчитываешь человека, да? Вот срезаешь эти гнилые ветки дерева и оставляешь здоровые. У человека начинается новый род от него. Каждые 7 поколений род обновляется. И не дожидаясь вот этого 7-го колена, ты обновляешь род человека, если у него род проклят. То есть отсекаешь вот эту часть, которая там родители, бабушки, дедушки, смотря сколько там поколений, это же видно ведьме. Вот она эти поколения отсекает у человека, то есть убирает. Это происходит на ментальном уровне, это не объяснить. Вот как дождь останавливается или вызывается, или заговаривается пупочная грыжа, и она исчезает, заговаривается там на лице какие-то раны, язвы исчезают, да, и так далее. Это вот физическое проявление магии. Вы видите, что оно сработало, вот перед глазами это произошло. Вот действительно это случается, это получается. А другая часть магии – это ментальная часть на энергетическом уровне. Там меняется. Точно так же меняется, просто вы как бы видите уже результат в том, что у человека новая жизнь начинается. Вот и все. Здесь физически видно, что человек заговорил несколько дней, и грыжа исчезла. Вот заговорил несколько дней, да, и прорвало вот это вот гнойное вот скопление, которое не могло уйти. Рожу заговаривает, оно прорывается, очищается, и человек начинает жить. То есть здесь вот видно, есть физическое проявление магии, оно более, как бы человек верит своим глазам, оно более доказательная база. То есть человек увидел и говорит, ну, вот вы говорите, а я же видел, у меня дед маминой стороны, он хоть и знал, что у него бабушка была знахаркой, повитухой, возили ее, принимала роды. Но человек такой вот, когда ему надо, он верит. Как только он получил свое, а это, наверное, просто так получилось. Вот он всю жизнь так, моя бабушка все время ругала, тебя за это накажут. И действительно наказали. И один раз он хромал, у него с ногой начались проблемы, в общем, воспаление вен. Врачи там что-то выписывали, он пил, ничего не помогало. Некоторое время облегчение вроде опять начиналось. И его отвезли к одной женщине. Ну, его бабушки уже не было в живых. Его отвезли к одной женщине, эта женщина заговорила и сказала, что пусть он ничего плохого, ну, видимо, видящая женщина, пусть он ничего плохого не говорит насчет того, что вот я заговорила, и у него прошло.
И бабка моя, ну, да, есть у него такой характер, не будет он ничего говорить. И деда моего понесло. Он пришел, я не верил, ёхарный трындец, ёхарный баба, я не верил, ядреный капуста, его любим. Я так понимаю, ядреная капуста, но он как понимал, так ядреный капуста. Я не верил в этих всякие сказки, вот эти все ведьмы, там всякую вот эту всю ни хрена не верил никогда, а тут, оказывается, это есть, оказывается, и прошла нога полностью, он ходил, все нормально. И он столько раз сказал, я не верил, я думала, это все херня, а это все, оказывается, вон что. В конце концов, в один прекрасный день он проснулся, у него опять нога опухла и болит. И бабушка моя там, почем свет стоит, начала его материть. И они опять поехали туда, опять поехали. И эта женщина сказала, еще раз ты так сделаешь, третий раз ко мне не приезжай. Все, больше мы от деда ничего не слышали. И до конца своей жизни у него нога не болела вообще. И он нормально ходил. То есть я хочу вам сказать, что люди, по сути, свои скептики. Мы даже, когда рождаем ребенка, беременные ходим, до конца не осознаем, что внутри нас ребенок. Пока он не начнет расти, пока мы не увидим живот, вот тогда действительно к нам приходит это осознание, что у нас будет ребенок. Мы так устроены, нам надо видеть. Именно поэтому любая религия изначально запрещала всякое изображение и прочее, зная, что рано или поздно люди начнут поклоняться изображениям. Своего Бога я хочу видеть. Понимаете? Зная эту особенность человека, древние боги разрешали, значит, строить капища и ставить их изваяния. Они ж не так выглядели, да, вот. Но они понимали, что человек так создан, что ему надо видеть, что он есть, этот Бог. Вот он хоть так выглядит, хоть он там по канонам иконописи выглядит как-то страшновато, там все одинаковые, с выпуклыми глазами и со страданием в лице, но все равно он должен это видеть, чтобы осознать, что есть мой Бог. Ему нужно здание, куда он придет и осознает, что он есть, вот он мой Бог здесь, он здесь слышит, он видит, вот люди приходят, ставят свечки и так далее. В любой религии, в языческое время и сейчас человеку нужно видеть, чтобы верить. И поэтому есть физическое проявление магии, то, что ты видишь, а есть ментальное проявление магии, это то, что ты не видишь, но результат есть. Вот, например, человек нашел какой-то там подклад, да? Этот подклад не встал, там ничего не сделал, не сжег дом, не убил людей. Но он увидел этот подклад, и он понимает, что надо ждать беду. И случилась беда. Начинаются аварии, начинаются денежные потери, начинаются судебные проверки и прочее, прочее. И он понимает, что вот оттуда физическое проявление не видно, но видно ментальное проявление, которое переходит в реальность, осуществляется. Женщина не может родить, приходит к знахарке, та начитывает, что-то читает, все там, ой, ну там руками что-то навела, и что дальше? Вот она не могла родить 20 лет с лишним в браке ребенка. Приехала домой, через несколько месяцев забеременела и родила ребенка. Не видно же. Вот о чем я говорю, что работа ведьм, она делится на физическое и на ментальное. То, что видно, и то, что не видно. Но оно не видно, но результат вы видите. Понимаете, в чем дело? Ну, то есть положительно, отрицательно, смотря какую там программу она отправила во Вселенную. И вот в этом случае, если вы в семье нелюбимая дочь, если у вас не очень хорошие отношения с родителями, если вас угнетали, ваша фамилия вам счастья не приносит. Однозначно. И оно не имеет никакого отношения к вашим предкам в этом случае. Эта фамилия уже пропитана болью. Вот как вы в одном доме живете, в котором произошли нехорошие вещи, и вечно воспоминания нехорошие. Да? Люди почему, например, когда сходятся, они продают свои старые квартиры, покупают новый дом, начинают с нуля. В этом доме у них нет плохих воспоминаний. Наоборот, этот дом
напоминает им о том, что они начали новую жизнь, что они переехали, что у них была любовь и так далее. И вот на основе добра они строят дальше свою жизнь. Когда дом пропитан болью, негативом, там счастья не бывает. То же самое здесь. Мой вам совет. Не бойтесь. Если вы были любимая дочь, вы поменяете фамилию или не поменяете фамилию, у вас ничего не поменяется в жизни в плохую сторону. Если вас любили в семье, вы можете поменять фамилию на фамилию мужа, и все будет так же, как было. Нормальное человеческое отношение и жизнь. Но если вы не любимая дочь, вы поменяете фамилию, у вас поменяется жизнь в лучшую сторону. Даже если вы с этим человеком не будете жить, разведетесь, все равно эта фамилия вам принесет новую жизнь. Вас отсекут от той части рода, которая не очень хорошая. И вот род вашего мужа, даже после развода, даже после, если смерти этого человека, неважно, род вашего мужа отчасти будет вас оберегать как свою. Поняли почему? То есть на любимых дочерей смена фамилии никак не влияет в отрицательную сторону. Они как были под крылом своего рода, так и остаются. Для нелюбимых дочерей смена фамилии дает новую жизнь. И многие это подтвердят. Абсолютно новая жизнь. Вы под крылом нового рода начинаете менять свою жизнь. Так же, как смена имени, например. Смотря в какую сторону выстрелит. Это уже немножко другая тема. Об этом тоже поговорим с вами. Уже говорили, кстати говоря. Вот вам ответ. Меняйте фамилию. В любом случае она плохо на вас не повлияет.